Приветствую всех на канале, я Наталья. И сегодня я хочу предложить сделать вот такого зайца. Впереди праздники, и, конечно, он не будет лишним в пасхальном декоре. Для сегодняшней работы я буду использовать пенопластовые шары. Один шар у меня диаметр 6 сантиметров, и другой шар у меня диаметр 7,5. Можно 8 взять. Также мне понадобится клей-паста. Можно использовать клей ПВА. Здесь у меня вот такие нитки вязальные, 2 зубочистки на данный момент, потом понадобится еще. И для работы понадобится плотная бумага или картон. Но картон берите однотонный. Я вот не учла, что у меня здесь голубая сторона. И когда обработала, все высохло, здесь вот просвечивается. Поэтому вот такой маленький совет. Лучше использовать белый плотный картон или плотную бумагу. Здесь у меня лекало ушко. Я просто взяла, согнула бумагу на 2 части. Высота у меня получается 9,5. И вот здесь ширина 2 сантиметра. Согнула и ножницами вырезала. Вот такое ушко у меня получилось лекало. У меня бумага такая самоклеющаяся. Я буду 2 слоя подклеивать и между ними подклеивать зубочистку. Можно взять 2 слоя плотного картона и также между собой склеить. И свое лекало я обведу. На каждое ушко мне понадобится вот 2 такие заготовки. Все обвожу и затем буду вырезать. И теперь просто вырезаю все именно по лекалу. Никаких припусков я не делаю. Можно вырезать каждый отдельно и подклеить. Можно наклеить одно на другое и затем вырезать. И, конечно, между ними приклеить зубочистку. Это уже кому как удобно. И также вырезаю вторую пару. И на одном лекало я снимаю защитную пленку, подклеиваю зубочистку и подклеиваю на вторую. На одном из лекала я вообще не снимаю вот эту защитную пленку, потому что все хорошо между собой держится. И вот такие 2 ушка мне надо сделать. Теперь я немного выравниваю все и подрезаю всю вот эту синюю ручку. Как я уже говорила, у меня белые ушки, белый заяц, поэтому лучше все это убрать, чтобы затем все это не подвело и не просветилось. И мои заготовки ушей готовы. Беру клей-пасту, вместо него можно использовать ПВА, но он дольше сохнет. И буду обрабатывать свои заготовки. Один шар я уже обработала, и мне очень нравится вот эта структура, которая получилась. Он уже высох, и все хорошо держится. И просто где-то посередине, так, давайте на другой стороне, вот здесь, делаю небольшое отверстие, запрячу узелок, клеем намажу. Здесь также можно использовать шпагат, как его многие называют. И сейчас просто буду обклеивать. Лучше, конечно, брать нитки потолще и поплотнее, тогда у вас дело пойдет быстрее. У меня других не нашлось, поэтому я использую то, что есть. И вот так обмазываю все клей-пастой и подклеиваю. Немного подкручиваю. Вот таким образом. И надо обработать весь шар. Наношу вот так примерно 1,5 сантиметра клея. И начинаю обрабатывать. Можно по кругу, можно вот так укладывать, как я это делаю. И главное здесь после работы сразу помыть руки, иначе все руки получаются в клею. И вот так я продолжаю работу.
Здесь главное все именно обмазать клеем, чтобы все приклеило, чтобы не было никаких, так скажем, проплешин и чтобы все держалось. Немного вот так прижимаем, чтобы все закрепить. И продолжаем работу. И в процессе работы старайтесь не попадать пальцами на клей. А вот так аккуратненько все прокручивать и немного прижимать. Надо обязательно все хорошо смачивать, чтобы, как я уже говорила, не было вот таких вот проплешин или какого-то прозрачного места. И я нанесла клей, обкручиваю вот так легко. И затем, когда у меня уже обкручена какая-то часть, я легонечко прижимаю. Вот сейчас вам покажу, где у меня тут клей закончится. Вот здесь. И теперь вот так вот прижимаю, чтобы все подклеилось. И продолжаю работу. Шар у меня готов, и я так немного его вот так прижимаю пальчиками и отправляю сушиться. Сейчас будем обрабатывать ушки. Ушки, в принципе, также мы обклеиваем. Наношу клей с одной стороны, с другой стороны, немножко на боковинке. И начинаю обрабатывать. Подклеиваю. Ушки уже намного легче. Вот прямо вот так подклеите нижнюю часть и затем просто вот берем и вот так прокручиваем. Так, главное вот здесь все совместить, чтобы у нас не было никаких пробелов. И так продолжаем. Здесь ничего сложного. Как я уже говорила, хорошо все промазывайте, чтобы все у нас подклеилось. Потому что потом, когда все это подсохнет, будет сложнее подклеить. И вот так я продолжаю обрабатывать ушки. Затем, когда я все обмотаю, надо будет немного вот так пальчиками прижать и придать форму. И продолжаем работу. Ну вот, одно ушко у меня готово. Сначала оно кажется таким бесформенным немного, но клей высохнет и все это закрепится. И здесь немножко делаем вот такое вот углубление, чтобы ушки у нас не были плоские. Вот так. И отправляем сушиться. И также обрабатываем второе ушко. И также мне надо сделать шаблон для ручек. Я беру небольшой отрезок бумаги и просто нарисую, ну, такой овал. Сейчас я его нарисую сначала, а потом подрежу и посмотрю, надо ли мне еще больше как-то уменьшить его или увеличить. Ну, вот примерно вот так. Это такие ручки будут у моего зайца. Немного еще вот так вот поуже сделаю. Ну, вот примерно вот такой. Ну, если брать по линейке, то у меня получилось где-то 4 сантиметра на 23 миллиметра. И из остатков этой же бумаги я вырезаю 4 таких шаблона. Где подходит, где есть место. Вот. Просто обрисовываю и вырезаю. И для ручек я буду использовать проволоку. Сейчас покажу, как это обработать. Вырезаю. Одну часть и затем вторую. У меня проволока, ну, возьму примерно 10 сантиметров проволоки. Затем, если мне не надо будет, я лишнее уберу. И беру 2 заготовки. И поступаю точно так же, как и с ушками. На одну заготовку подклеиваю
проволоку. Вторую заготовку вот так накрываю. И все проглаживаю. Немного убираю, чтобы вот не было вот этих синих пятен от ручки. Чтобы все получилось ровненько. И чтобы рука не была такая тонкая, я вот нашла у себя такой упаковочный материал. Это я разрезала на такие полоски. И сейчас буду как бы обрабатывать руку. Я просто беру, сразу можно с ниткой, чтобы обвязать все это дело. Просто вот так прокручиваю. И ручка вот так приобретет. Так, сейчас. Так, дубль номер 2. Надо кусочек побольше нитки оставить. Еще раз закрепить обязательно. Можно использовать ткань, можно использовать, но все, что есть. У меня вот как бы нашелся вот этот материал. И вот таким образом я обрабатываю ручку. И вот такие заготовки у меня получились. И я решила для рук взять и сделать двойную нитку, чтобы не мучиться так много, долго. Подрежу, чтобы именно вот эти вот руки сделать их потолще и побыстрее. Конечно, можно все это в один слой, но раз так можно быстрее, значит, вот и я просто делаю узелок здесь. Вот, натягиваю нитку. И теперь просто обмажу вот эту локоть, кисть, наверное, скорее всего, правильнее сказать. Просто клеем и обмотаю. Так будет намного быстрее. Вот таким образом. И двойной ниткой вот так вот все обмотаю. Получается и быстрее, удобнее. Ну вот. И здесь тоже можно вот этой двойной ниткой. Если мне не хватит, то я еще немного ее нитки добавлю. Но лучше сделать, наверное, сразу двойную. Вот в процессе работы я это поняла. Так, вот здесь еще чуть-чуть. Мне не хватило клея. И вот так сразу двойной ниткой. Очень удобно. И продолжаем работу. Ну вот одна ручка у меня готова. И также обрабатываем вторую.